К большому сожалению, хорошие комедии выходят редко, а в реальной жизни не всегда хватает поводов для радости. На сегодня я собрал 5 хороших, а иногда и гениальных фильмов, которые точно смогут развеселить и скрасить вечер. Каждую субботу я рекомендую фильмы, сериалы и мультфильмы. Это рубрика «Что посмотреть на выходных», 18 выпуск. И если ты первый раз на канале, то подписывайся и давай уже начнем смотреть фильмы. А начнем с фильма, который, я надеюсь, уже все успели посмотреть. Ну а если пропустили, то сейчас будете наверстывать. У этих двоих крайне мало шансов встретиться в реальной жизни. Филипп Аристократ, один из французских толстосумов. А чернокожий Дриса – это выходец из гетто, которому в жизни, кроме тюрьмы, грабежей и наркотиков, мало что светит. Но у него есть весомое преимущество перед богатством и высоким происхождением. Это его молодость, здоровье и оптимизм. Как раз то, что способно вернуть вкус к жизни прикованному к креслу инвалиду. И вот, откинув в сторону кипу кандидатов с внушительными рекомендациями, Филипп следует своей интуиции и берет Дриса к себе на работу. Сиделкой. Первая половина фильма смешна тем, как притираются друг к другу два несопоставимых мира. С одной стороны, чопорная условность сливок общества. С другой стороны, здоровый пофигизм его низов. Как оказывается впоследствии, обоим есть чему научить друг друга. Кстати, комедия этих отношений не фантазия сценаристов. Фильм основан на реальных событиях. Бизнесмен-аристократ, парализованный после неудачного полета на параплане, берет себе на службу необычного помощника. В фильме не стали менять даже имена, и как раз прототип Филиппа настоял, чтобы фильм снимали как комедию, а не как сопливую драму. У авторов, конечно же, все получилось. Фильм смешной до слез, а в финале становится немного даже неудобно за себя. И чего это я парюсь из-за каких-то пустяков? В общем, тем, кто в депрессии, смотреть обязательно. В этом году очень тайное сообщество впервые допустило к себе съемочную группу. Группе была обещана полная неприкосновенность. Вот что они увидели. Мыть посуду должен Дикон. Стрелочка здесь уже лет 5 висит. Я для кого графики рисовал? 3 вампира в одной квартире – это напряженная ситуация. Виага – денди из 18 века. Владислав – немного извращенец. Это моя пыточная. Дикер – юный бунтарь. Я должен за хату платить, а я не буду. И у этих ребят есть реальные проблемы. Например, они физически не могут зайти без приглашения. Ну а про солнечный свет и отражение вы и сами знаете. Весь фильм снят как документалка или скорее реалити-шоу. Реакции как в «Доме 2» или «Холостяке». Да, это жестко. Сюжет достаточно прост, но это здесь не главное. Важнее в этом фильме взаимодействие персонажей друг с другом и окружающим миром. За жизнью вампиров интересно следить. Актеры полностью вжились в роль и сумели проявить колоритных персонажей. Юмора море, а крови ванная. Это больше комедия, чем ужасы, но и черного юмора тут хватает. Шутки написаны грамотно, а музыка подобрана к месту. В общем, фильм получился атмосферным, занимательным, приятным и совершенно уморительным. Обязательно к просмотру. Наконец-то. Джеймс вместе с родителями живет в бункере. Каждый день он наблюдает, как отец надевает противогаз и уезжает на машине. Самым любимым занятием парня остается просмотр познавательного сериала «Приключения медведя Бриксби». Джеймс ведет блог на форуме, где делится с фанатами своими мыслями. Помимо этого, у него куча атрибутики с медведем и все 23 сезона на полках. Но в одну звездную ночь... Но, пожалуй, я не буду дальше спойлерить сюжет. Тут крутая завязка. Не хочу портить вам впечатление. Сами увидите. Стоит только сказать, что жизнь парня изменится кардинально. Он попадает в реальный мир. И из-за того, что Джеймс совершенно не приспособлен к жизни среди людей, наблюдать за его действиями забавно, а порой и смешно. Так что если любите доброе и немного абсурдное кино, то один раз можно глянуть. Поначалу может показаться, что это какой-то второсортный ужастик. Ну, посудите сами. 5 друзей решают уехать на выходные поближе к природе, подальше от городской суеты, чтобы оторваться по-настоящему. Когда они приезжают в хижину, то оказываются в полной изоляции от окружающего мира. Приключения начинаются с того момента, когда ребята обнаруживают в хижине дверь в подвал.
Они спускаются в него и случайно выпускают зло. Ну что, звучит как полный отстой, правда? Согласен. Вот только этот фильм непростой. «Хижина в лесу» очень оригинальный, непредсказуемый, зрелищный комедийный фильм ужасов, удачно высмеивающий все основные жанровые клише и штампы. Делает он это так изобретательно, что назвать фильм просто пародией никак нельзя. Не глубокое, но интересное кино. Куча удачных шуток, рейтинг R и даже молодой Тор. В общем, для просмотра компании подойдет лучше всего. Советую. Когда умер один британский дед, все родственники приехали отдать ему последние почести. Ключевых персонажей тут около 10. Все они очень интересные и разные. Например, вот этот чувак. По сюжету он кое-что принял и начал ловить глюки, а потом и чего хуже. Есть еще злобный дед на коляске, ребята, у которых была интрижка. А из известных актеров тут молодой Питер Динклэйдж, нынешняя звезда «Игры престолов». По сюжету весь замес как раз из-за него. По ходу дела проявят себя все персонажи, так что раскрытие тут максимальное. Но самое главное, разумеется, юмор. Ядреная смесь английского и черного. Шутки разные и все отличные. Фильм можно пересматривать по несколько раз, и каждый раз будет смешно. Я вот раза 3 уже точно смотрел. Кстати, слоган фильма 82% зрителей смеялось до слез. В целом, смерть на похоронах — это 100% смех, если вы ценитель тонкого и черного юмора. Настоятельно рекомендую ознакомиться. Названия и ссылки на некоторые фильмы из подборки я оставил в описании. Там же будут и ссылки на все мои социалки, Инстаграм и прочее. Не забывайте ставить лайки, если видео было полезным для вас. Также советую скидывать ролик друзьям. Пусть тоже годные комедии смотрят и орут голосяндру. А я прощаюсь и оставляю вас с размытым экраном. Спишемся внизу.